Добрый день. Это видео про пользу медитации. Вы уже знаете, что такое медитация, как правильно медитировать. Эти видео есть на моем YouTube канале, можно их посмотреть. Сегодня я буду рассказывать про пользу медитации. Изначально, когда я готовился к этому видео, я открыл интернет, посмотрел другие видео, и там на некоторых сайтах написано 200 пунктов пользы про медитацию. И я изначально думал, тоже начну перечислять стандартные пункты, какая же польза есть от медитации. Но я понял то, что есть общая информация, а есть мой личный опыт. И все-таки в этом видео я попытаюсь донести информацию, ту пользу, которую я получил лично от медитации. Естественно, там есть и простые стандартные пункты, которые всем известны и общепринятые. И сейчас я вам про это буду рассказывать. И еще есть большой такой момент. Дело в том, что на самом деле, я думаю, вы прекрасно понимаете, что медитация оказывает положительное влияние на физическое состояние, на психологическое состояние. Это как, допустим, польза от йоги, польза от спортзала. Там можно 200 пунктов перечислить. Йога улучшает то-то, то-то, то-то. Если делать утром зарядку, улучшается это, прокачивается это там и так далее. Ну тут примерно все то же самое. Ладно, давайте меньше слов, больше дела. Польза медитации. Одна из основных польз медитации то, что она нас учит быть в настоящем состоянии, здесь и сейчас. Не в прошлом, не в будущем, а именно в моменте. И это очень-очень тяжело быть в моменте. Не быть в своих мыслях, не быть где-то, как я уже говорил, цепляться за прошлый триггер, что-то произошло вчера, позавчера, в детстве, неделю назад, или в постоянно какой-то тревоге о будущем. Мы сейчас в таком мире живем, у нас события очень быстро развиваются, что будет через день, через неделю, через год. И все это накладывает большой отпечаток. А медитация нас учит жить в настоящем моменте. Жить именно здесь, сейчас и чувствовать то, что происходит. Осознавать то, что происходит. Второй большой такой пласт пользы медитации — это повышение уровня осознанности. И чуть дальше я расскажу более подробно. Все говорят про осознанность. Все хотят быть осознанными людьми. Ну что же такое осознанность? И вот дальше мы про это будем говорить. И одна из основных фишек пользы медитации — это повышение уровня осознанности. Это сейчас говорю как про свой личный опыт, так и вообще про общие характеристики медитации. Далее, что мне лично принесла медитация и что другим людям приносит, какая от нее польза, это освобождение от программ, которые заложены у нас, паттерны поведения, автоматизм, автопилот. Ну то есть, допустим, мы моем посуду, мы едем на машине, наш мозг в основном большое количество времени проживает и управляет нашим физическим телом и психологическим на уровне программ. Автопилот. Ну, то есть мы живем на автопилоте. И опять же, это нормально. Когда человек живет на автопилоте, он меньше тратит на это энергии. Ну, допустим, взять ручку, почистить зубы. Ну, ручка не чистит зубы. Я имею в виду, взять ручку, что-нибудь написать, взять щетку, почистить зубы, сходить в душ, пойти в магазин. То есть мы это делаем на автопилоте. А медитация позволяет выйти из этого автопилота, быть в моменте, быть настоящим, понимать, что мы делаем, осознавать, что мы это делаем. Да, это больше требуется энергии для нашего мозга, для нашего организма. Постоянно быть в моменте. И поначалу, возможно, это будет тяжело, но потом вы поймете, и сработает принцип нейропластичности, и ваш мозг поймет то, что он от настоящего момента получает гораздо больше удовольствия, гораздо больше дофамина. Не быстрого дофамина, который это алкоголь, курение, сладкое, азартные игры, когда мы быстренько что-нибудь съели, нам так хорошо, мы радостные, счастливые, а потом идет какой-то откат. А именно долгого дофамина. Это как спорт, это как йога, это как медитация. От того, где мы будем кайфовать и чувствовать себя гораздо лучше, позитивнее на большом протяжении времени, а не моментально здесь сейчас. Вот такая вот большая польза от медитации. Дальше. Медитация дала лично мне и другим людям ясность, ясное видение. Это большая тема. И я вот сейчас, к сожалению, возможно, у меня не хватает словарного запаса описать, что такое ясное видение. Но я могу сравнить свою жизнь до того, как я не медитировал, и после того, как я начал медитировать. И, допустим, здесь сейчас, сегодня у нас апрель 2023 год, и вот именно есть эта ясность в голове, ясность, четкость действий. Я знаю, чего я хочу, я знаю, что я делаю, я это делаю осознанно, с какими-либо проблемами, которые бывают в нашей жизни. Опять же, жизнь у нас такая, то что есть и проблемы, есть ссоры, скандалы, интриги, ситуация в мире, да, все угодно, и это нормально, опять конфликты различные. И я на них реагирую ясно, не так, как раньше, как будто бы был затуманенный мозг. Мне кажется, можно сравнить ясную работу мозга, это как похмелье, когда человек просыпается с похмелья, но он вообще никакой, голова не работает, охота, уснуть, какой-нибудь гадости поесть, ты вообще не соображаешь, что происходит. Я думаю, многие знают, что такое состояние похмелья. Я сам по себе знаю, что такое состояние похмелья. И вот другое состояние, это когда ты просыпаешься с утра, и у тебя, все классно, все четко, у тебя ясное сознание, ясные мысли, когда ты все понимаешь, что ты хочешь, когда ты чувствуешь, контролируешь, это совершенно другое ощущение. И вот именно медитация дает ясность. Дальше. Медитация дает расслабление, и мне в том числе. Я уже говорил про мир, в котором мы живем, про постоянные тревоги, страхи, негатив различные, стрессы в нашей
нашей жизни очень много стресса на работе, в семье, дома, в стране, в мире, в социальных сетях, там, как не зайдешь в социальную сеть, в любую, там везде страх, ужас там и так далее, насилие, война, везде стресс, везде жуткие вещи происходят, а медитация нам дает расслабление, мы это по-другому уже воспринимаем, мы по-другому на это эмоционально реагируем. Опять же, я это сравниваю на своем личном опыте, вот, допустим, не знаю, 3 года назад, 4 года назад случилась какая-то, допустим, ситуация на работе, я бы полностью в эмоционально об этом вовлекся, я бы переживал, волновался бы, нервничал, или не знаю, или в семье, или где-то там в стране, или в какой-то там ситуации, не знаю, в автосервис приехал, там машина сломалась. Сейчас я совершенно по-другому на это все реагирую. Я не могу объяснить, опять же, к сожалению, у меня не такой богатый словарный запас, как хотелось бы. Я не могу сейчас пояснить. Это совершенно другое состояние. Это именно расслабление. Медитация дает это расслабление. Дальше. Медитация дает большой плюс, и по себе я это знаю, это концентрация внимания. Вот есть ясность, а есть концентрация внимания. Это немножко разные вещи. Опять же, привести такой пример. Это когда ты делаешь какое-либо действие, неважно, там, в быту, на работе, в семье, где угодно, и ты именно сосредоточен на этом действии. У тебя не происходит расфокусировки ума. Ты не в мыслях, там, в этой, в первой, второй, в пятой, десятой мысли, в делах там каких-то, у тебя там 25 дел в голове, ты что-то хочешь сделать. Ты пытаешься сделать одно, второе, третье. Нет, это все не то. Это как бы расфокусировка. У тебя нет четкого внимания. А медитация дает именно эту концентрацию. Если я делаю это действие, я делаю его хорошо, я делаю его качественно, я полностью вовлечен в сам процесс, что я делаю. Это не важно, это сейчас можно все что угодно провести. И вот опять же, медитация дает именно эту концентрацию. И это крутой навык для вообще нашей жизни, для нашего мозга, для нашей психики, для нашего организма. Дальше. Медитация дает мне, и большой плюс от медитации, это контроль чувств и эмоций. Да? Вся наша жизнь состоит из чувств и эмоций. Мы с утра проснулись, и мы каждый день испытываем хорошие чувства, плохие чувства. Опять же, хороших, плохих там не бывает. Все чувства и эмоции. И вот медитация дает нам именно контролировать все эти чувства и эмоции. По-другому на это все реагировать, осознавать и проживать эти чувства и эмоции. Плохие, хорошие, неважно какие, любые. Это я могу сравнить только благодаря опыту. Вот там, не знаю, берем 3 года назад, 5 лет назад. Совершенно по-другому я чувствовал. Совершенно другие у меня были эмоции. И сейчас, здесь, и сейчас. Это прям небо и земля. Дальше. Медитация дает большой физический эффект, большую физиологическую пользу. Ну, первое, наверное, самое основное, то, что когда мы медитируем, у нас одно из условий — это прямая спина. Это очень сильно влияет на осанку. Это в вашей жизни вы уже ходите, ну, не сгорбленные, не скрюченные, не вот такие, а вы ходите с прямой спиной. И это круто. Это, блин, это вы как бы, у вас как будто бы крылья сзади растут, вы плечи вперед. Ну, то есть для физического состояния прямая осанка, ну, потому что, опять же, сейчас в мир гаджетов, все постоянно в телефоне, в интернете. То есть это очень-очень здорово, это офигительный плюс. Я не буду сейчас вам рассказывать про это, как прямая осанка влияет на физическое состояние. И медитация это дает, когда вы день изо дня медитируете с прямой спиной, и этот навык у вас уже в повседневной жизни. Когда у вас прямая спина, у вас совершенно другое дыхание, у вас становится глубокое дыхание, у вас становится более объемное дыхание, то есть наш организм поступает уже кислород во все клеточки нашего тела. Ну, то есть это и такие вот изменения, которые цепляются одно за другое. Это осанка, это дыхание, это глубокое дыхание, это кровь, это кислород, это и вот такие вот бонусы, плюсы, они накапливаются большим комом, и это очень сильно влияет на наше физическое именно состояние. Про медитацию. Дальше медитация конкретно помогла мне, и большой плюс и бонус от медитации — это сила воли. Все мы знаем, что такое сила воли, и не надо тут объяснять, что такое лень, сила воли. И вот конкретно мне медитация дала именно силу воли. Если я что-то запланировал, я это делаю. Когда я каждый день медитирую, это же не просто так. Ты с утра просыпаешься, возможно, первую секунду тебе неохота вставать, охота побольше поспать. Но ты понимаешь, что есть медитация, я получу от нее кайф. И для меня это полезно, мне нравится медитация. Я встаю, медитирую. И это откладывает большой отпечаток на все остальные сферы жизни. Отпечаток на отношения, на работу, на какие-то действия. Если бы раньше я бы так сделаю это потом, либо вообще не сделаю, а тут я завуалирую, а тут, возможно, какой-то синдром бурной деятельности проявлю, но не доделаю до конца. А тут есть сила воли. Если я хочу, если я в этом заинтересован, если это надо, опять же, понятие надо такое растяжимое, я это делаю здесь, сейчас и делаю это осознанно. И на это есть сила энергии, на это есть сила воли. Дальше. Медитация позволяет нам быть наблюдателем. Вот в нашей жизни это тоже очень большой плюс, очень большой навык. Все, что происходит во внутреннем мире, во внешнем мире. И медитация позволяет нам быть наблюдателем. Как бы со стороны посмотреть на себя, на мир, что происходит. Это крутой навык. И медитация повышает этот навык. Медитация там повышает скилл именно этого навыка. Дальше большой плюс. То, что медитация позволяет повысить нейропластичность, как я говорил. Мы все знаем то, что есть нейропластичность, создание новых нейронных связей. И наш мозг любит действовать по принципу и управлять нашим физическим телом, эмоциональным состоянием по
принципу автопилота, запрограммированы какие-то нейронные цепочки связи. А нейропластичность — создание новых нейронных сетей, создание новых связей. Это как там, не знаю, даже не буду сейчас перечислять, большая польза от изучения любого иностранного языка. И тут большая польза, потому что создается нейропластичность. И тут большая польза от медитации, потому что есть нейропластичность, создание новых нейронных связей. Мы не цепляемся за тот багаж знаний, за тот багаж паттернов поведения, за то, что у нас было до этого, то, что у нас есть. Мы принимаем новое, и мы готовы трансформироваться, мы готовы изменяться к чему-то новому. В общем, это крутое свойство. Вот медитация это дает, нейропластичность. Также медитация дает снятие тревоги. Ну, в принципе, про расслабление я сегодня говорил, про контроль чувств и эмоций. Это все одно и то же. Вот медитация это дает. И опять же, плюсы медитации тяжело на самом деле вот сейчас рассказывать об этом видео. Это как, не знаю, плюсы любви, плюсы счастья. Да там, ну, гигантское количество, большое количество пунктов, плюсов там и так далее. И тут вот плюсы именно медитации. И самый последний пункт, наверное, что я хочу сказать, то, что медитация что дала мне и что дает остальным людям, это повышение эффективности нашей и повышение нашей интуиции. Это тоже два таких больших пласта, больших таких основы. И вот эффективность. Мы все знаем то, что от эффективности много что влияет. И медитация повышает нашу эффективность. И интуиция. Когда мы больше чувствуем себя, когда мы больше знаем себя. Это как, вот, допустим, медитация, йога, различные другие практики. Они все сводятся к тому, чтобы повысить нашу чувствительность. Чувствительность к самому себе, что происходит внутри нас. И вот именно эта интуиция, это когда мы уже предугадываем, когда мы уже знаем, чего мы хотим по-настоящему. Вот именно повышение интуиции. У меня, наверное, все. Если я что-то пропустил, расскажите, пожалуйста, мне на самом деле очень интересно про плюсы медитации, которые дали или которые преобразовали вашу жизнь. Что для вас дала медитация? В общем, пишите комментарии, пишите все плюсы медитации, задавайте вопросы, если они у вас есть. Всем большое спасибо. С вами был Сергей Витищенко. Всего доброго. До свидания.